Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Crow. С вами я, Ворон, и сегодня мы с вами продолжаем такую замечательную игру, как Ведьмак 3: Дикая охота. Да, сегодня будем изничтожать нежить. Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Угу. Небольшая предыстория к нашим будущим действиям по поиску Цири. Так, загрузочка. Сегодня, скорее всего, будем зачищать местную территорию. Будем восстанавливать равновесие в этом округе. Дадим местным жителям, так сказать, надежду на процветание и радость. Так, в прошлой серии мы закончили на Гвинте с этим провидцем, как я помню, да. Угу. По заданиям у нас есть несколько заданий по Гвинту. Угу. Скачки. Найти драконий корень для этого самого провидца. Какие-то фальшивые бумаги. Угу. Приглашение от Кейры Мэтс. А, это чародейка, да, ее так зовут. Угу. И у нас есть основное наше, такое, после встречи с бароном задание помочь ему с ведьмами и возвращению своей жены. Ну и всякие разные заданицы. Также присутствует определенное количество доступных на данный момент заданий по отлову чудовищ. Угу. Давайте найдем этот корень сначала, раз мы у этого провидца-то и находимся. Всех приветствую, да. Пока потихонечку так раскочегаримся, выполняем простенькие заданица. И потом пойдем уж по совсем уж лютым. Так, сейчас найдем драконий корень, предположительно, для помощи в каких-то там ведунских делах. Всем привет, да. Еще раз повторюсь, сегодня будем зачищать территорию. Сюда же, да, нам? Угу. Ну, практически. Сейчас по прямой выйдем.
Давненько мы, кстати, плотву не звали. Как она, бедняга, поживает? Ну-ну. Чего, на лошадь можно наложить заклинание? Реально? Но! Интересно. Годи, плотва. Не знал, что можно на лошадь заклинанием разума влиять. На, пошла. По-моему, сюда нам. Да. Плотва не так быстро. Но! Тут у нас парочка утопцев. Утопцы. Они у нас относятся к трупоедам, как я помню. Какие-то они прям видоизмененные уже тут гребнями и всем прочим. Немножечко прожарим свежую, ну может чуть-чуть тухловатую рыбку. Так, выпьем зелье восстановления здоровья. О, прокнул один шанс заморозки. Удивительно. Так. -2 уже. Разрубили пополам, бедняга, да. Мозги, все вот эти вот ингредиентики для зелий мы собираем и, может, что-нибудь даже приготовим в будущем из этого. А нам вот сюда, да. То есть в обратную немножечко сторону. Но без компаса неудобно и вообще без интерфейса же играем. И приходится ориентироваться вот так вот по местности. И бывает по карте. Вообще в другую сторону, ладно. Как шутил мой преподаватель по географии, некоторые люди обладают топографическим кретинизмом. Интересно, преобладает ли у меня такая черта? Чего? Етить, волки. Далеко еще идти-то? Да ты... Как так-то? Реально, топографический кретинизм. Вон, вижу вход в пещеру, да. Изначально я пошел в гору, чтобы, ну, точно уж не пропустить это место. И что-то прям прошел мимо.
тут идти, тут людей-то пожрано и выложено такими прям, ну, небольшими горками. Трупоеды. Ну давайте, красавчики, подходите. Желательно всей гурьбой. Так, двое загорелось. Вот интересная механика в Ведьмаке, что загоревшегося противника, если ты ударишь, то он прекращает гореть. Вот. Прям удивительный факт. Жаль, так в жизни не работает. И где-то здесь должен находиться корень драконий, да, драконий корень. Нильфгардский меч. И где он? А, вот. Маленький корешочек. Драконий корень. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? Сейчас проверим. Либо у него будет приход, либо что-то реально магическое совершит. Наша прекрасная плотва стоит, дожидается. Но! А нам в сторону деревни топать надо. Пошла! Ну вот куда-то чуть-чуть Давай, еще плотва. правее надо. Вот незаметная тропинка ни разу. А мельница на ее фоне прям не очень тоже. Так, слезаем. Теперь Слезаем, помедленней. говорю. Здорово, прорицатель. О, ты вернулся. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Сейчас заварит себе чаечка. Надеюсь, с нами делиться не будет. Так. Я вижу волка. Он бредет вперед к одинокой башне наперекор метели. Угу. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахессе, да будет так, внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод. Это он, видно, нам тут и финал истории-то возродится с новым солнцем. сейчас рассказывает. Воспрянет он из старшей крови,
из Хен и Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди уже. Интересно, интересно. Ну, в финале мы, конечно же, встретимся с главой Дикой Охоты. Там ему нададим по лицу. Так, сейчас у нас что? Найти корабль, идущий на Скеллиге? Это какое задание? Основное. Навиград. Так. По Велену у нас что есть? Велено. Угу. Погнали, знаете, что сделаем? Убьем одного нехорошего, по-моему, призрака или черта, который терроризирует окрестные местности. Вот будет небольшая такая проверочка боевых способностей. Потому что мы как-то вначале заходили к нему. Там противники, конечно, были не особо сложные. Но убивали они нас с одного удара. Или с двух даже где-то. Так, где этот знак? Может, мерзавцы из замка? Это меня к дождю так ломало. Ну, натворили делов. Угу. Так он в центре деревни должен быть, нет? Нет. Вот и путеводный наш знак. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Опять будем спускаться в недра земли сейчас. Надо подготовить факел. Возьмем Квен как основу. И, кстати, не забывать, надо сохраняться. Потому что с этим у игры есть некоторые проблемки, и можем откатиться прям далеко-далеко назад. Там арбалетчик. А, нет, это дубина у него. Живее, мужики! Живее! Иди сюда. Раз. И хорошо! Ну и все. Ну и два бандита погибли. А из Лутецкого у вас есть что-нибудь? Есть, конечно же. Хлеб, спирт, хлеб. Сейчас, по-моему, завибрировал. Где-то знак рядом находится. Попробуй со мной! Не отпускай его! Где-то рядом находится знак. Да вы там прекращайте. Сколько вас там? Еще можно сдаться. Ух. Возьмем Игни на такую-то толпу. Не отпускай его! Оу. Ну что-то вообще какие-то люди тут несложные. Ух. Жестя. Надо будет в пятницу во что-то приятное поиграть. Головоломки порешать.
Природой там насмотреться природы прикольной. А то тут прям вообще мясо лютое. Где? Что? Кто это? Подождите, я у вас тут алкоголь забираю. Ведьмаку это нужнее. Из него у нас зелья делаются. Основа, так сказать, всех продуктов. Я помню, как-то на одном из стримов поднимали тему, что ведьмаком хорошо быть вообще. Зелье на основе алкоголя. Чисто работаешь, бухаешь. Иногда интоксикацию, конечно, ловишь. Если перебарщиваешь. Ну а так даже прикольно. Сколько у вас тут лута-то всякого. Душа ликует. Так, тут у нас все закончилось. Свинюшки. Нет, ну такие добрые создания смерти не следует. Вот и все залутали, можно спускаться. Угу. Чувствую, к концу этого задания у нас столько лута много будет, что чуть ли не перевес может случиться, потому что веса у нас сейчас, ну, половина еще, да. Людей сжигали? Чего? Это в жертву этому самому демону или кто там у них? Какой-то чирт заморский. Сундук. Алмазная пыль, етить, сок. Чертеж гарпия. Это что? Улучшенная танцующая звезда. Доспех реданского алебардиста. Сейчас посмотрим. Магический предмет. Броня. И по уровню нам. Да. По броне вот вообще хорошо. Выше нашей. Добавляет мощь к знаку огня. Сопротивление колющему, ударному урону по 20%. Сопротивлению яду. А кто из противников ядом пользуется, я не помню. Честно не помню вообще, кто из них этим пользовался. И сопротивление рубящим еще 30. Ё-моё, красавчики. Хоть на показ мод выступай так. Только починиться надо. Ой, не тот набор. Чисто теперь похоже на самого настоящего героя из истории. Нам нужен не арбалет. Нам нужен факел. Какие-то странные записи. Записка Рейнольда.
Давайте почитаем. Здравствуй, О. Хочу предупредить. Берегись существ в штольнях. Сперва я принял их за моровых духов, но вели они себя скорее как люди, только оцепеневшие, зримую форму. В любом случае напасть они особо не пытались, но лучше держать ухо востро. Те, что с гвоздями, опаснее. Одного я убил, как только он на меня бросился. Сначала подумал, что это гуль, но внутренности его были на 100% человеческие, хотя и изуродованные геморрагической лихорадкой. Как он только еще не помер. Подозреваю, нечто вселилось в его тело, деформировало его, а потом по каким-то причинам покинуло. Я на всякий случай взял пробы. Мастерам хорошо бы на них взглянуть. Вдруг я открыл новый вид чудовища. Интересно было бы узнать, что ты об этом думаешь. Рейнет, приписочка. Гипотеза мастера Альгера подтвердилась. Я швырнул в этих тварей соль, но это их не испугало. Надо обсыпать их кругом, чтобы сдержать... Обсыпать кругом солью? Если не замкнуть круг или не смешать соль с чем-то еще, защита не подействует. Интересно. Ну, по факту соли боятся существа-призраки. Да, вот все призрачные сущности. Если так разбираться. Получается, в этих существ или... Ну, человекоподобных, по крайней мере, существ, да, вселились какие-то духи или что-то подобное. А это что? Большой глиф Ирдена? Ё-моё. Мы, по-моему, не встречали еще большие глифы. %10 дает большой глиф. Интересно вот что, а вот... Типа, большой глиф это же не предел, да, соответственно? Может, какой-то великий есть еще. И вот он сколько дает. Морская раковина зачем-то в пещере. Кирпичи. И спиртяга. Но это по дефолту. А, они заложили стену. Наверное, чтобы не выбрались те существа или что-то подобное. Первое письмо от Рейнольда. Здравствуй, О. Если ты читаешь эти строки, значит нашел мою записку, которую я по нашему уговору оставил в тайнике у Новиграда. Тебя, наверное, обрадует, если я отвечу, кто же был прав. Ты был прав. Доволен? В другой раз ты такого от меня не услышишь, так что ликуй, пока можешь. Надо было мне тебя подождать. Да, заказ оказался пустяковым. С этого всегда и начинается. Сначала думаешь, что ерунда, а потом... Так, надо запить. Должно быть, я заболел. Да, знаю, такого быть не может. Но чем еще объяснить лихорадку и провалы в памяти? Уж лучше, чтобы я оказался слабаком и неудачником, потому как предположение номер 2 гораздо менее веселое. И да, я оставил тебе инструкции на случай, если мне станет хуже. И места обозначил нашим знаком. Не пропустишь. Пока что сварю себе какую-нибудь микстуру вроде зелья Петри. Правда, у меня нет ласточкиной травы, но я попробую ее поискать на лугах вроде чертового их ямы или заменить шибальцами. Если все пойдет как надо, этого письма ты не прочтешь. Если пойдет плохо, а не должно, сохраню для тебя рецепт и ингредиенты. На всякий пожарный. Все равно же тебе не придется это читать. Рейнольд. Да, к сожалению, придется. Записка? Рецепт микстуры из ласточкиной травы. Надо поискать там, где он сказал. Помоги мне, прошу тебя. Так, что за мистика?
Звучит вполне искренне. Но не исключено, что это ловушка. Так, знаки не В смысле знаки? Вот работают. Я думал, тут отключен вообще магический фон, и мы не можем колдовать. Если было бы так, то наша... Медальон задрожал. Надо осмотреться. То наш билд бы не работал, и просто было бы жесть. Очень старый. Старый знак школы волка. Давно засохло. След кровоточивой лихорадки. Нет, не туда. Там меня не найти. Подожди, мужик. Ты сколько там сидел? Огромное количество времени, а у нас Лутецкий. И разбирательство во всем происходящем. Добрая энергия. Может, из-за духа? Недобрая энергия. Угу. А знаете, что с этими бочками можно делать? Они сами упали. Я хотел сам с помощью Арда запустить их куда-то прямо в стратосферу. Но, к сожалению, игра не обрадовала. Ладно. Хорошо. Нет, здесь ничего интересного нет. Угу. В штольню направо. Да, там ты меня найдешь. А это что? Одно из существ, о которых писал Рейнольд. Еще один знак. Так, и не еще один, их штуки 4 здесь. Зачем нам прах, я правда не сильно понимаю. Еще один большой глиф Ирдена. Чего? Исчез? Магия, не иначе. Стой, не туда! Так, здесь есть Лутецкий. Угу. Потрепанная кирпичная кладка. У нас есть возможность ее разрушить, и получается, Кровь, что за ней... кости, засохшая слизь. Ух. Останки жертв Красной Смерти. Стены исцарапаны. Когти. Больные пытались выбраться. Больные процарапали камень настолько глубоко. Удивительно. Вон там еще есть один моментик, который мы можем разрушить. Сейчас попробуем. Чё? Ну, там ничего нету. Просто немножечко разрушилась кладочка кирпичная. Здесь были наши. Школа Волка. Ну, тут, может, сошел один с ума из нашего, так сказать, одного круга ведьмаков. И вот эти знаки начал рисовать везде. Слушай, чел, ты как к огню относишься?
Тебе на него пофигу, да? А на меч? А, мы его даже ударить не можем. Его как будто плетью били, знаете, или чем-то подобным. Опять кровь. А где все противники-то? Мы сейчас как детективное агентство действуем, да? Выходим на главгада. И уже с ним будем все разборки проводить. Клетки? Зачем в этом месте именно они нужны? Это же... А, это же... Все, вспомнил. Это место использовалось, знаете, для чего? Как место сбора всех больных. Да. Поэтому тут и столько много всяких трупецких. Но атмосфера гнетущая, это без слов можно тут заметить. Есть какая-то вибрация. Либо тут что-то есть такое прям, как рунный камень. Либо какая-то улика серьезная. Завещание забытого жреца. А, это третье у нас, кстати, письмо еще есть, да, давайте его прочтем. Что-то я его пропустил. О, пришлось присесть на минутку. Жрецы не отворяют. А я что-то совсем выдохся. Внутри жжет так, что я не помню, что делал последний час, день. Вот я тут, в этой тьме, и лезут ко мне глупые мысли, которых некому и нечем отогнать. Помнишь, как мы учились охотиться на гулей? Люди в той деревне верили, будто трупоеды — это тела умерших, оживленные злою силой. Хотел спросить тебя, что будет, если я не выберусь, и вдруг понял, что не помню, как тебя по имени. Осмунд даже. Осмунд. Осмундосмунд. Одмунд. Сомунд. Осмунд. Мужик поехал крышей. Теперь вспомнил, а минуту назад была только тьма. Тьма без воспоминаний. Боюсь, никогда я уже отсюда не выйду. Да, умереть в одиночестве в полной тьме — это, наверное, самое ужасное, что может быть в данной ситуации. Так еще если тебя что-то в голову лезет такое нечестивое. Читая о мучениях, я мечтал стать одним из них. Что может быть прекраснее, чем отдать жизнь за веру? Теперь я знаю, что я применял бы всю святость на кружку воды, чтобы подать ее тому мальчику, что сейчас умирает у стены. Я спущу последний вздох с мыслью, что все это происходит по моей собственной воле. Я знал, к чему приду, если буду ухаживать за зараженными. Знал, что рано или поздно сам паду жертвой красной смерти. Не знал я лишь того, что братья мои станут причиной страданий тех, кого я опекал. Отец Эдгар замучил зачинщиков бунта и велел закрыть шахту. Я спросил, кто же будет ухаживать за больными, и получил ответ, что они все равно все скоро умрут. Тогда я решил остаться, чтобы облегчить им последние дни, и он запер меня вместе с ними. Теперь мне самому нужна помощь. Я слышу их стоны, вижу, как они пытаются выбраться, и не могу им помочь. Нет больше сил. Я молюсь о скорой смерти, потому что на достойную уже не могу рассчитывать.
Если кто из вас прочтет это, пусть явит миру правду. Более мне не на что надеяться. Да. Интересно. Интересно. Тут устроили прям жесткий карантин. Согнали всех-всех. И в итоге все умерли. А их, наверное, вот эти вот все нечистые мысли породили вот что-то прям очень злое. Немножечко паркура от Геральда. Рейнольд был ведьмаком? Рейнольд был ведьмаком. Угу. Это мы уже поняли. Вот просто интересно, тут какой-то либо ключ или что-то можно найти в этих трупах, если есть запертая дверь. Или что-то подобное. Четвертое письмо от Рейнольда. Осмунд. Что-то во мне есть, и оно не хочет уходить. Оно едва позволяет мне писать. Я умру здесь, один, если ты меня не найдешь. Рейнольд. Приписочка. Да. Ты меня слышишь? Вернись! Что-то здесь не так. Воняет жутко. И медальон дрожит. Зараза. Да что ж вам надо? Похоже на зомби. А, они сражаются оружием, то есть у них есть разум, подобие его, по крайней мере. И что это за сущности такие? Которым пофигу на... Тихо, застрял в доске одной. Иди сюда. А ты издеваешься? Вот погори немножечко. Давайте, пробиваем. Нам здоровье восстанавливать надо. Что это за существа вообще? Чего они не помирают? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум-пум. Как они называются? Ведьма относится к реликтам, реально. Трупоеды, туманники. Нету их в этом списке. Ладно, хорошо. Ты издеваешься? Так, трое горят. Что, драться расхотелось? Двое сгорело.
Добиваем последнего. Все прям. God of War как будто играем. Красивые фаталити. Но противники разлагаются прям в нон-стопом, когда умирают. От них ничего не остается. Призрачная пыль. Ну, намеки на то, что здесь призраки есть, это понятно. Пивасика. Это что-то наподобие склада мы тут наткнулись. И еще одно письмо от Рейнольда, да? Здесь кого-то пытали. Или нет? Записка от отца Эдгара. Я все уладил, как и обещал. Была смута, и нет смуты. Только в следующий раз дважды подумай, прежде чем учить меня кодексу жрецов. Если бы мы не покарали зачинщиков, неблагодарная чернь нас бы уже вздернула на березе. И знаешь, что бы они учинили после? Разбежались бы по Велину и разнесли бы хворь по всем деревням до единой. Иногда, чтобы не допускать большего зла, приходится совершать меньшее. Напиши отчет поаккуратнее и уйдем отсюда. Только не упоминай про гвозди. Приор не любит читать о пытках. У него от этого делается меланхолия. Отец Эдгар. Угу. Людей пытали на этом стуле, а потом что-то оживило тела. Это с ними мне пришлось драться. Да. Ну вот я помню, делал заметочку, что люди прям все израненные полностью. Зачем их всех пытать, неизвестно. Вот прям, ну, непонятно мне пока. Если они страдали от болезни условной, то... Тупик. А, нет, не активируется, да? Ну ладно. Па-па-па. Чего? Ну не, что-то этот... Ведьмак там просочиться не может. А, там дверь есть. И надо запрыгнуть. Тихо, тихо, тихо. Рано прыгаешь. Вот. Медовые соты. Вообще. Царская еда. Так еще и пивасик. Второе письмо от Рейнольда. Угу. Здравствуй, О. Заперли меня, сволочи. Просили о помощи и заперли, как бешеную собаку. Едва только раскусили, что со мной что-то не так. Даже разговаривать не захотели. Решили, что это дух пытался их обмануть. Черт бы побрал эту их секту и басни про общественное благо. Как мне заботиться о чьем-то благе, если мне не дали позаботиться о себе самом? Кстати, шибальцы для зелья не годятся. Я знаю, я проверял. Предположение номер 2 оказалось верным. Я не болен, я одержим. Дух теперь во мне, не помогает даже Квен. Были бы у меня все составляющие для зелья, я бы его сварил, усилил знаки и вышвырнул из себя эту тварь с сочетанием Ирдена и Арда. Но из-за проклятых жрецов я не могу ни хрена, мать их так. Видно, все-таки придется тебе читать мое письмо. Буду ждать тебя в глубине пещеры. Не рискуй, свари зелье и не подходи ко мне, пока его не выпьешь. Не заменяй ни одного ингредиента, а то кончишь с красным мором, как и я. Постой, что такое красный мор? Краснолюдский спирт, ласточкина трава,
Не ошибается. Содержимое шкатулки. Рейнольд. Вот уже ко второму письму он едет кукухой, на третьем совсем плохо. Краснолюдский спирт, ласточкина трава, содержимое ящика. Наверное, он про этот. Ласточкина трава у меня, к счастью, при себе, а прочие ингредиенты очень неплохо сохранились. Кажется, Рейнольд сам составил рецепт. Стоит его испытать. Так, теперь надо... Деву. Но, судя по симптомам, это скорее красный мор. Надо подготовиться. Надо подготовиться, надо подкачаться. Сейчас приготовим какое-то ультра-мега-супер-дупер крутое зелье, да, от Рейнольда. Увеличивает мощь знаков и ускоряет восстановление энергии. Длится, главное, 360 секунд. Это круто. Я думал посмотреть, что из-за третьего ингредиента, который Рейнольд как бы сам добавил. Но даже игра нам говорит, что нет. Этого вы не узнаете. Давайте еще масло против гибридов сделаем. Масло против зверей. Давно у нас что-то вообще по алхимии ничего не было. Масло против магических тварей. Тоже. Бывает встречаемых. Отвар из волкулака значительно ускоряет восстановление энергии ясной ночью. Длится 1800 секунд. Шишки хмеля нужно. Угу. Ну давайте тоже сделаем. Главное не забывать все это выпивать. Отвар из Экимы. Урон, нанесенный врагам, восстанавливает здоровье. Это то есть типа что-то вампиризма, да? Но только непонятно в каких процентах или долях она восстанавливает его. Давайте тоже сделаем. И все. Больше ничего приготовить мы не можем. Ладно, хорошо. Рюкзак. По мечам у нас что? Чинить их надо, нет? 73, 51. Можно починить. Никакие руны мы вставлять не будем сюда, да. Ну, с Богом, как говорится. Значительно. Вот в пещере вообще не ясно. Сейчас ночь, не ночь. Но максимум, что по медитации можно понять. Там у нас пишется, какое время суток. Это от Грифона зелье. Вот зелье нет. А где зелье Рэй? Нашего этого друга. Угу. Получается, выпьем мы его после того, как встретимся с противником. Мое предположение. Зря теряешь время. Мужик, не торопи нас, у нас и так тут это дел выше крыши. Разбираемся дедуктивными способностями. Хотя такими не отличаемся иногда. Потому что сюжеты закручивают прям как волчок. Чертеж штанов следопыта и рецепт Рафара Белого. Интересно. А по здоровью у нас не все очень хорошо. Ну ладно.
Нету добивалить? Я хотел проверить интересную механику. Есть ли тут добивалите сверху? Не как в Ассасине, конечно же, но тоже хоть что-нибудь ожидал увидеть. Етить у него здоровье там. На 3 человек. Ну давай, давай. Пробьешь? Раз, два. 2 атаки он сносит нам щит. Еще можно сдаться. Заморозка подействовала. Вообще хорошо. Сейчас немножечко еще подогреем ему аппетит. И все. Да, ничего не пропустили. Кстати, огни зажжены вот таким мистическим способом и вот дымятся вот такой мглой. Да. И куда нам? Кажется, я что-то пропустил. А, это намек, да, Геральт? Спасибо. Ну давайте, давайте. Подходите по одному. Все 3 загорелись. Там шанс у нас сколько? 20 или 40%. Прям на всех работает. Удивительно. Да ты издеваешься, не успел я. А, не то активировал, да? Ну, бывает. Чего 2 атаки делает? -1. -2. Ну, сколько мне еще ждать? Добивалите. Угу. Кстати, у нас арт сейчас прокачан типа на тот момент, когда можно противников ронять. Тоже нельзя забывать об этом. Я вот помню, я видел какой-то призрачный свет, вот. Между бочек, по-моему, как. Что-то голубое такое проглядывалось, огонек такой. Но нет, там какой-то босс будет, это точно. Нам к боссу не надо. Там есть еще одно ответвление. Вот в нем разберемся. И можно будет встретиться с призраком или духом. Кто у них там за главных. Куда повернул? Ну тихо, тихо. Я уже был. Как ты тут был? А, реально были, да. Ну, главное, мы вот в этот проход ни разу не заходили, а Геральт помнит об этом. Но вон впереди какой-то призрачный свет видно. И он пропадает. Либо текстуры что-то этот лагают. Чисто не прорисовывается чуть-чуть. Ничего интересного нету. Так, тут нужна разбежечка. Вот так вот. По ХП сейчас отхилимся, закинемся вот этим зельем. Постоим, подождем. Проведем ревизию всех знаков.
Я помню вот этот знак Квен, а при ломке типа нас хилит. Да, он типа... Да реально работает? Да. Чисто активный хил найден. Не надо нам никаких тут зелий и всякого прочего. Можно тупо Квен заюзать. И все у нас будет отлично. Удивительно. По умениям у нас 0. Да. Мутаген из туманника. Хорошо, хорошо. Вы знаете, я вот вместо этого знака Арда поставил бы огненный. Вот тупо он поинтереснее сейчас выглядит. А, не тот, да? Угу. Ну ладно, пока вот так вот попробуем. С навыком от Игни. Закидываем себе бутылочкой одного хорошего средства. Выпиваем одно зелье волколака, наверное, да? Потому что Грифон бесполезен. Он рассчитан на то, что ты получаешь урон и типа увеличиваешь себе сопротивление к нему. Какое сейчас время суток вообще, не? Ну, не ночь ясная, понятно. Тогда чем закинемся? Кошка. Такой-се. Ну, давайте это зелье выпьем. Съесть. Пятое письмо от Рейнольда. О, я сорвал голос, но они меня не выпустили. И теперь я знаю почему. В этой шахте смерть везде. В этой шахте смерть. Везде кровь, трупы, тьма и еще больше трупов старых, свежих, скрюченных, согнутых, окоченевших, черт знает еще каких. Воздух загустел от страданий, напитался болезнью и сам породил духа боли и заразы. Это красный мор, рожденный из гибели старой и новой. Он проник в меня, когда я вошел в пещеру. Нет уже сил с ним бороться. Постараюсь запереться в солевом гроте. Это единственный шанс. Не знаю, кого ты тут найдешь. Будь готов ко всему. Еще не поздно. Мы не из такого выбирались. Поспеши. Только надежда, что ты придешь, дает мне сил. Поспеши, поспеши, Рейнольд. Ну, в солевом гроте-то он максимум выжил. Я по-любому верю в него, да. Потому как мы знаем из первого письма, призраки боятся соли. Ну давай, призрак, 1 на 1. Я тебя не боюсь. Ну, сохраниться забыл, да. Вот что забыл, а это сохраниться. Заново все начинать не очень актуальненько. Это Рейнольд? Разбей соляные сталагмиты! Выпусти меня! Если в тебе покоится дух, то это тупо будет немножечко, нет? Он, кстати, вроде живой еще. Ну как? Живой на смертном одре. А, мы не можем залезть. Тут, может, какая-то нычка есть, нет? Ну, вроде ничего такого прям не вижу. Меня. Ну, бедняга, ну давай.
Ардом, что ли, тебе надо тут помочь? Почему ты это запустил? Вот. Кстати, прикольные мечи у него. Наконец-то ты пришел. Столько лет прошло. Столько лет. Это дух. Красный мор. Он еще здесь. Он почти поработил меня. Поспеши. Рейнольд? Да. Мор хочет захватить мое тело. Я теряю силы. Я запер нас в этом гроте. Свойство соли, понимаешь? Он не мог выбраться. Ага. То есть он основное Стены вообще пещеры тело содержат духовное классический апотропический призрака материал, который закрыл сдерживает вместе с дух. собой. Ловко. Он все еще во мне. Я устал, брат. Помоги мне. Дай эликсир. Я исторгну из себя духа. Ну тут два шанса вообще у них. Получается, он же это зелье готовил по рецепту своему, ну, соответственно, да, он его сам и придумал. Но когда в нем был дух. Угу. И вот когда он заменил элемент этого зелья, это как-то, ну, выглядит немножечко подозрительно. Давайте поспрашиваем. Ты здесь давненько. Сколько уже, не помнишь? Годы, десятилетия. Я не чувствую хода времени. Тут ничего не меняется, брат. Угу. Вот снаружи многое поменялось. Ты же понимаешь, что уже должен был умереть? Твое тело не разложилось только из-за мора. Тогда тем более надо с этим покончить. Пожалуйста, дай мне эликсир. Давайте проверим его. Я нашел твои письма к Ламберту. Угу. Я нашел твои письма к Ламберту. Мне жаль, что он тебя предал. Может, все кончилось бы хорошо, если бы с Красным Мором сражался не один ведьмак, а двое. Ну, что уж теперь. Я был дураком. Не понимал, что Ламберт не заслуживает доверия. Я с удовольствием ему об этом расскажу. Как Самое это интересное, второго А вот ведьмака друга звали не твоего, Ламберт. Кажется, звали Осмонд. Угу. Издеваешься надо мной? А, вот ты появился. Проявился злой дух. Просто чутье мне подсказывает, что я сейчас говорю не с Рейнольдом. Если дух его уже захватил, мы дадим... Ну, дух желает выпить это зелье, соответственно. То ничего хорошего не будет. Мы ему ничего не дадим. Как минимум. Как максимум сейчас сами что дадим сказать, ему блин, был упокоиться неплохо. с миром. Да я не такой дурак. Какой еще блеф? Он Размяли сейчас кулачки, захватит будет моё тело. босс-файт. Убьет и тебя, и всех тех, кто... Скорее, пей эликсир. Убей его. Закончи то, что я начал. Закончу, Рейнольд. Недолго тебе осталось терпеть. Едите, у нас лицо перекошенное, это интоксикация. Бедняга Рейнольд. Получается, у нас сейчас двойна... У нас полная интоксикация. Ты не выйдешь из этой шахты. Еще как выйду. Ты даже слабее. Так, когда мы в последний раз сражались с Ведьмаком? На тренировках с Весемиром, да? Иду в твое тело. Етить у нас тут... Интоксикация, это здоровье подкашивает. Какая сила!
И чего? И типа в нас вселился этот дух после того, как нас победил. Интересно. Я думаю, какое-то продолжение будет. Типа мы как в Скайриме будем избавляться от этого духа, какое-то там задание выполнять. Ну, с ведьмаками непривычно сражаться. У них есть доступ к такой вот, как и у нас, магии. Ну ладно, хорошо. Сейчас у нас будет либо загрузка на босс-файте, либо перед босс-файтом. Разбей соляные Да. сталагмиты! Выпусти меня! Да, мы знаем. Рейнольд? Нет, ты не Рейнольд. И- Если мы ему дадим зелье, он еще усилится, так что... Пошел лесом, я тебе ничего не дам. Ну что сказать, блеф был неплох. Как? Да ты... Как ты можешь это... Я даже блок поставить не успел. Ты издеваешься. Я тупо не успел после катсцены блок активировать даже. Он уже 3 атаки нам провел. Это какая-то дичь. Ладно, хорошо. Получается, нам масло какое-то использовать тоже стоит. Ну, типа, в него вселился дух. Дух у нас Разбей относится к соляные призракам. сталагмиты! Выпусти меня! Это масло против зверей. Ну, давайте против призраков намажемся. Да, мы все это уже слышали. Ты не выйдешь из этой шахты. Еще как выйду. Ты даже слабее, чем он. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. Тихо. Не стоит забывать, да, что вот у него похожие скиллы, что и у нас. Да ты! Ох. Неприятный противник. Его надо мувсеты припомнить, запомнить. Короче, атакуем его только когда мы у него парируем атаку. Потому что если нет, он закрывается в щит. Он может активировать в этот момент Квен. И тупо урон по нему не проходит. Надо играть через парирование. Разбей соляные сталагмиты! Выпусти меня! Еще моментик. У нас же получается сейчас... Будет опять переинтоксикация. Выпьем белый мед, скинем интоксикацию, да. Пофигу на то зелье вообще. Выпиваем это зелье, у нас накидывается там какое-то количество ее. Ну, чисто по приколу можно ему даже дать ее выпить, но... Это ничего хорошего нам не даст, потому что это зелье ускоряет восстановление энергии. Ты не выйдешь из этой шахты. Еще как выйду. Ты даже слабее, чем он. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. 3 атаки проводим, и только...
Потом отскакиваем, хорошо. Раз, два, три, отскок. Какая сила! Твоими руками я убью любого, кто встанет на моем пути! Выпиваем зелье, накидываем восстановление пассивное. Земля умоется кровью, захлебнется собственными соками, и ты будешь тому виной! Заключи наш Вырден и выгони его из моего тела! Заключи Вырден. Давай попробуем. Вообще мы можем сами через Квен играть. Что это я? Давай, давай. Опа. Неприятно, да? Отбрось его, Аарон! Он перестанет восстанавливаться! Спасибо тебе, дружище, за подсказочки. Только он и так помирает уже. Раз, два, три, четыре. Мор набирает силу. Скорее! Соедини Ирден и Аарон! Ирден и Арт. Он говорил, да, типа вот так делаешь, и мы его выгоним. Ну давай. Еще. Эффект. Что? Блин, попробовал. Называется. Типа мы его как бы немножечко замедляем, как я понял. У него какая-то такая рябь по телу идет, когда он в Ирдене. Еще и стана накидывает, так что... Тема прикольная, но мы его и без этого больше половины хп снесли. Там ему осталась последняя полоска. И никаких стадий, кстати, вроде не видно. Или я не прочувствовал. Ладно. Разбей соляные сталагмиты! Выпусти меня! Где наш прекрасный белый мед? Вот знаете, что грустно? Он сразу нас к битве не ведет. Ты не выйдешь из этой шахты. Так, накидываем на себя Квен. Как выйду? Ты даже Ставим Ирден. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. Да ты издеваешься. Ну, тупо будем играть от парирования, значит. Сила! Да. Да. Противник несложный, просто у него немножечко комбинация. Одна за одной идут. Надо либо первую атаку ему сбивать сразу же, потом удары делать отскок, либо от него периодически уклоняться просто тупо и бить его. Пу-пу-пу. Но я вообще не понял прикол с этим. Соляные сталагмиты! Выпусти меня! Вообще не понял прикола с Ирденом и Ардом. Ну типа мы его в этом Ирдене замедляем, Ардом как бы его отталкиваем, но никаких либо изменений не видно.
Ты не выйдешь из этой шахты. Еще как выйду. Ты даже слабее, чем он. Забыли выпить белый мед. Да, ну ладно. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. Какая сила! Твоими руками я убью любого, кто встанет на моем пути! Ну тупо методично так его вырубаем. Земля умоется кровью, захлебнется собственными соками, и ты будешь тому виной! А что-то у него не быстрое восстановление знаков, нет? Заключи нас в Ирн и выгони его из моего тела! Мужик Ирден не помогает вообще ни разу. Ну и сколько у тебя здоровья? А, меньше половины уже, хорошо. Чего? А как он нас убил? Простите, пожалуйста, или нас интоксикация добила? Потому что щит Квена вообще нам должен здоровье как бы восстанавливать. Ну все, заключительная сейчас битва. Тупо по одной механике работаем. И все будет нормально. Разбей соляные сталагмиты! Выпусти! Выпусти меня, да-да. Мы это уж какой раз слушаем. Так еще бомбы можно использовать. Вот тоже про них не стоит забывать. Да-да-да, мужик, давай к делу. Ты не выйдешь из этой шахты. Еще как выйду. Ты даже слабее, чем он. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. Какая сила! Моими руками я убью любого, кто встанет на моем Ты же пути. говорил, что мы слабы. Что-то ты это слишком быстро переобуваешься. Не, у него даже тяжелых атак нет. Земля умоется кровью, захлебнется собственными соками, и ты будешь тому виной. Заключи нас в Ирн и выгони его из моего тела. Мужик, мы сейчас его убьем и все разберем. Вот. Отбрось его, Аар. Он перестанет восстанавливаться. Так он и так не успевает. Раз, методично. Не, я тоже хочу так кастовать тупо по КД в секунду. Соедини Ирден и Аар. ХП у него немного осталось. Тихо, не ругайся. Вот. Сперва Ирден, потом Аарт.
Ну ладно, давай попробуем. Хорошо, второй раз. Вот, в круг иди. И чё? И где прикол? Раз, два, три. Или это надо... А, все, да? Катсцена. Вторая фаза. Етить. Теперь пора поквитаться с Красным Мором. Я думал, что у нас будет босс-файт с этим призраком. Но не думал, что так мощно вообще он выглядеть будет. Так, его атаки оглушают. Он умеет телепортироваться. А знаете что, давайте намажемся зельем призраков. Это его отталкивает, да? А чё он такой медленный? По-моему, в первой фазе он даже был как-то немножечко посложнее, что ли. Но тут он поживучий. Чего? Чего? Он тупо тэпнулся 2 раза? Реально? Ладно, будем знать, что он и так умеет. Ну, типа обманочка хотел подловить нас. А фиг там. Интересно, а если его в Ирден еще запихнуть, то он вообще будет как черепаха? Реально медленный, как не знаю что. Так, вторая фаза. Нет? Вызывает приспешников, да? То есть теперь... Ага. То есть еще и у него какие-то огненные атаки по рукам пошли. Но те вроде даже не подходят. Вот, подошли. Ну, не в того целишься, Геральт, не в того. Так, один загорелся. Но сейчас от приспешников избавимся, и в принципе должно быть полегче. Ну как полегче? Просто не будет второй еще вот такой вот мешающейся фигни. Если, конечно, он их не засамонит снова. Так, один сгорел, все хорошо. Второй тоже.
Давай, давай, подходи. Вот эта вот атака его, побьющая вблизь него, какая-то вообще несущественная. Ну и что ты сделал? Типа, ладно. Хорошо. Давай сюда подходи. Даже 3 тяжелых успеваем сделать. Двух приспешников вызвал, да? Ладно. Ух, попал. И здоровье снес чуточку совсем. Да ты издеваешься? Ну, сколько мне еще ждать? Геральт, не в ту сторону воюешь. Как не попал? Раз, два, три. Хорошо. Да ты ж мелкий прокаженный. Раз, два, три. А эта штука их не дамажит, да? А ты можешь обычный КВН наложить, нет, Геральт? Вот, молодец. 2, 3. Один подбежал. Горит, горит елочка. Лететь, попал, да? В замахе. Скотина. Так, один горит, это хорошо. Кстати, немного нелогично я с ним сражаюсь. Тупо противника, который, в основе своей магии использует огнем. Огонь бьем огнем. Ну вот как-то, по-моему, немножечко нелогично. Я делаю. Кстати, а что по разуму? Разум тебе не работает, да? Ага. Давай, давай. Давай, давай. Прям в этот круг своей смерти. Обновим. Все, он не телепортируется больше.
Это смерть. Нет? В смысле ты живой? У него писечка хп осталась. Скотина! Изгнали демона. Фуф. Ну, было не сказать, что сложно, просто немножечко, как бывает, заучить надо тактику боя с противником. Несколько веков назад, но тело не разложилось. Очевидно, это заслуга духа. Никогда не видал такой брони. Медальон странный, с головой волка, но плоский. О, Наконец-то. мы с ним поговорить даже можем. Видимо, боги услышали мольбы из этого проклятого места. Благодарю тебя за помощь. Даже не верю, что освободился. Иногда я уже не понимал, кто я. Рейнольд или Красный Мор. То ли оба сразу, то ли ни тот, ни другой. Не стоит благодарности. Только ты ошибся. Меня прислал не твой друг Осмунд, а жрец Вечного Огня. Давайте поспрашиваем его о давным забытых временах, когда еще ведьмаки Школы Волка выглядели вот примерно вот так вот. Кто ты на самом деле? У тебя медальон с головой волка, но не такой, как мой. И что же? Я придумал, каким он будет, и сам его изготовил. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Завидую твоим умениям. Я свой просто получил от наставника. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Может, в твои времена все было иначе? В каком году ты пришел сюда, в чертову яму? В 970-м или 80-м. Черт, да не помню я. О чем не подумаю. Все как в тумане. Это, ну, логично, у тебя осколки воспоминаний Это было остались. больше 3 столетий назад. Или скорее даже затуманенный твой разум. Не хочет их вспоминать. Нет, ты чего? За мной прислали бы кого-нибудь лет через 5. Ну, может, через 10. Осмунд бы меня нашел. Твою мать. Чисто описал всю Мне ситуацию. очень жаль. Да. Бросили ведьмака на растерзание призраку. Моровому духу повезло, что ты сюда спустился. У кого не было ведьмачьего иммунитета к болезням, те его недолго выдерживали. Видишь, какая судьба шутница. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы его удержать, пока я не заточил нас в этой пещере. До меня он вселялся в больных, но быстро уродов и губил. Они превращались в остервенелых бестий, да еще и умереть не могли. Так все эти факелы, голоса, это был не ты? Ты еще спрашиваешь. Мор хотел заманить тебя сюда, а я был так слаб, что даже не замечал тебя. По крайней мере, сначала. Так мы и не спешили, дружище. Мы и не спешили. Как вообще получилось, что в тебя вселился Красный Мор? Эти сектанты наняли меня, чтобы я избавился от него. Но при первых признаках одержимости эти трусы просто взяли и заперли меня в шахте. А ведь могли бы прислать экзорциста, послать за другим ведьмаком, да что угодно. А эти бедняги, которые просто умерли тут, в штольнях, брошенные сюда во славу Вечного Огня. Да, я их видел. Грустно, грустно, что так произошло. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть Да? Рейнольд? Это, наверное, в прошлых частях было, да? Что может знать только ведьмак из
тени. А ты точно из школы Волка? Твой доспех немного напоминает наш, но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже... Получается, он еще и ремесленником Они был. должны были стать образцом для всей школы. Только их никто не увидел. Ты их сделал сам, без мастерской? Похоже, не тот путь ты выбрал. Мог бы сделать себе имя среди бронников или хотя бы портных. Осман тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи Оу. найдешь чертежи. Нам дадут чертеж этой брони. Ага, интересно. Ну, выглядит она немного грубовато, но если по характеристикам там прикольная. И недорогая в крафте. Можно будет что-нибудь даже сделать с ней. Духов тебе больше нет, но ты, кажется, раздражен. Надо убедиться, что ты уйдешь с миром. Иначе я стану тем, на кого наш брат обычно охотится. Что ж, понимаю. У меня осталось одно незаконченное дело. Помоги мне с ним. Тогда я обрету покой. Продолжение задания Нужно Штойник, сжечь да? твое тело на погребальном костре, как положено. Чтобы я ушел, не примирившись со своей судьбой, в боли и горечи. Этого ты мне желаешь, брат. Как я понял, тебя прислал жрец. Приведи его сюда. Хочу с ним напоследок поговорить. Чувствую, этого жреца не ждет ничего хорошего. А нам-то что? А нам, А что? в принципе, без разницы. Соскучился по религиозным Брату по оружию можно даже и помочь. Пусти свою Успокоиться. обиду, Рейнольд. Нет. Сперва я посмотрю ему в глаза и спрошу, почему его вера позволяет обрекать людей на смерть и страдания. Нет ничего общего между этим парнишкой и жрецами, что тебя замуровали. Да, тогда приведи их вместо него. Не можешь? Логично, они уже умерли за 1000 лет. Или сколько ты тут находился? Хорошо, но только поговорить. Больше ничего. Перестань. К чему эти намеки? Я все понимаю, но у меня нет злых намерений. А даже если бы были, тебе бы не составило труда от меня избавиться. Это факт. Ладно, я схожу за жрецом. Сейчас нас наверх перенесет, да? Ничего не понимаю. Да. Как они это допустили? Вот, усомнись в Столько своей людей вере, погибло. дружище. Кровь. Повсюду кровь. Я даже не подозревал. Рейнольд? Мне рассказали, что ты пережил. Я думал, как тебе помочь, но даже не знаю, чем искупить такую вину. Я всего лишь скромный дьякон. Скромный диакон или иерарх — один хрен. Чтоб стать жрецом Вечного Огня, надо быть или преступником, или лицемером. Я нашел тут останки жреца, которого замуровали с больными, потому что он отказался покинуть их в темный час. Он кто, преступник или лицемер? Ну ничего себе. А скажи-ка мне, кто же его замуровал? Духи? Гули? А может, все-таки жрецы Вечного Огня?
Какие милые обобщения. Раз все жрецы подлые мудаки, значит и все ведьмаки бесчувственные монстры? Не слыхал о ведьмаках, которые бросают больных гнить в шахтах. Ты сам-то на чьей стороне? Приор говорил... Он говорил, что все не так. Я слушал его всю жизнь. Как мне теперь в это верить после того, что я тут увидел? Жрецы должны были оберегать людей, Мировоззрение паренька-то давать все надежду, разрушается. они творили такое. Что мне теперь делать? Как мне жить? Что мне делать? Как мне жить? Да при чем тут вообще ты? Тебя, что ли, сюда кинули? Мне кажется, или у паренька сейчас голова тряслась. Это либо лак, либо чисто в него дух вселяется. Жрец, тебе не нужна церковь, чтобы делать добро. Такие преступления нельзя прощать. А ты бы что хотел, Рейнольд? Угу. Давай зайдем с другой стороны. Ты герой, который спас весь мир от бедствия. Чего ты хочешь? Что поможет тебе смириться со своей участью? Герой. Знаешь, когда-то я ратовал за правое дело. Ратовал. Интересное слово. Полон сил. Хотел за него сражаться. А теперь я просто устал. У меня нет ни сил, ни желания философствовать и радоваться счастью тех, кого я спас. Это не им пришлось страдать 300 лет. 300 лет он тут сидел. Угу. Есть кое-кто молодой и готовый биться за правое дело. Чтобы творить добро, не нужна церковь. Ты без нее справишься. Немножечко поумничаем. Да. Да, ты совершенно прав. Я не вернусь в Новиград. Я останусь и превращу это место в лечебницу. Создам настоящее прибежище для зараженных. Я пошел в семинарию, чтобы служить людям, а не иерархам. Да что же со мной такое? Сопротивляться Красному Мору мог, а простить этого парнишку не могу. Будто лишь ненависть держала меня в здравом уме все эти годы. Может и так, но это уже в прошлом. Успокойся, Главное, призрак что ты сделаешь сейчас. нашего собрата по оружию. Моя жертва не будет напрасной. Я покину церковь и превращу эту гробницу в оазис жизни. Здесь появится лечебница, которая будет носить твое имя, добрый ведьмак. Ты сделал доброе дело, Рейнольд. Для него и многих других. Ну, знаешь ли, мое имя ты уже Засмущали беднягу. Я простой ведьмак, Ага. а не святой чудотворец. И лучше пусть так и остается. Покойся с миром. Рейнольд, герой, спасший Закончено. эту округу. Здесь нам больше... Да направит меня вечный огонь. Мне нужно время. Нет, я знаю, что делать, но... Не так легко отречься от мира, который я знал 20 лет. Возьми. Твоя награда. Большое Помню, в тебе самом начале мы спасибо. еще с ним по поводу награды За торговались. Может, не стоит отрекаться от всего? Те слова, что ты цитировал, звучали мудро. Может быть. Что, если свет вечного огня скрыт там, где я его еще не искал? Нужно лишь шагнуть ему навстречу. Прощай, бывший диакон. Удачных тебе поисков. Надеюсь, он не создаст свою секту в этой местности. А то было бы вообще жестко. Да, эта миссия Если я была... найду заметки Осмунда, о которых говорил Рейнольд, можно будет доделать доспехи. Была долгая эта Зайти в миссия, библиотеку в но следующий раз, довольно-таки как буду в Каэр Морхене. увлекательной.
В Каэр Морхене мы можем сделать доспех, да? Угу, по заданиям. Пойдемте кого-нибудь убьем, знаете? Чисто, чтобы не искать ничего, не этого, не вырубать полные катакомбы противников. Чисто сейчас дойдем до, к примеру, кого? Ну, самого вот первого, Крикатун. Обитатели Вронниц и их окрестностей жили в постоянном страхе перед безумными выходками барона и алчностью его головорезов. А кроме того, словно жестокий властитель, им было мало, страдали они и от выходок злобного чудовища, которого уже успели окрестить Кликатуном. Угу. Чудовище совсем запугало жителей, и те решили напустить на него ведьмака. Геральт никогда не был глух к потребностям простого народа, да и в деньгах всегда нуждался. А потому он с легкостью согласился избавить селян от нападений. Хорошо. И где он? Угу. Ну ладно. Пока едем, зачистим этот знак вопроса тогда. Тут у нас еще меточки есть, которые мы не трогали. Ну а так вообще это вот этот шахта, да, она называется, как-то там. Вообще очень тактически интересное место. Пошла. И почему же его не используют те же нильфгардцы, к примеру? Или не будут использовать в будущем? Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Нам вниз. Потом повернуть. Вперед, плотва. Но! Ты чего? Не этот. Не брыкайся. Там утопцы у нас, да? Сохранимся после задания, чтобы не топать 3 километра. Ах, и гнусный. Да вы издеваетесь. Вот я все пытаюсь понять тайминги наших этих рунических атак. Сколько у них по откату вообще? Секунд 7 где-то. Когда сделаем себе новомодные доспехи Грифона, будем значительно сильнее и быстрее кастовать их. Так, все минус. Чего? Кат-сцена? Притом мы сражались ночью. Тупо время суток поменялось. Ладно, восстановили покой в деревне. Достойно. Как тебя бароновы люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Чего? Это человек так этот... Ёпарасоте Харкун, блин. Я думаю, тут кто-то вылазит из воды у вас.
пропустите, пожалуйста. А, вот еще и сундучок у нас есть. Давайте его заберем. Все, минус. По 2 выстрела надо на вот данного вида утопцев. Горваль, реликвия. И улучшенное седло даже дали. Надо почаще вот к таким местам заходить. Что у нас по рюкзаку? Да, вот. Горваль. Стальное оружие. По урону вот чуть-чуть лучше. По характеристикам... Ну, такое себе. Шанс Игни 4%, вызвать горение 9%. Ну, честно, не особо. А по седлу у нас на 5 единиц энергии больше будет, да. Давайте оденем. Весит, конечно, это седло как... Не знамо что. 5 единиц нашего веса занимает. Плотва, где ты? В какую сторону нам ехать? Налево. Угу. Едем, едем. И опять до деревушки. Там какая-то дозорная вышка даже вдалеке видна. Это может город барона видно. Или просто вышка. Давай. Так, продолжаем. Ну, все. Мародеры, да? Хорошо. Плотва, не Нет, это не буянь. Ух, ё-моё. Голова отлетела прям от основания-то. Чего? Пора заканчивать. Мечи и все прочее. Нам надо дальше, через мост. Чисто в сундуке хранилась кружка.
Надежное сокровище. Что тут есть? Военные трофеи? Вот где-то они тут, да? Угу, видно, видно. Вот поплыли. Два утопца, как и в прошлый раз. Ой, ёпарасоте. Эти уровнем пониже будут. Они умирают с одного выстрела. Интересный момент, как от этих утопцев под водой вообще маневрировать? Вот. Это же невозможно, они тупо бы... А, еще противник есть. Давай, Геральт, всплывай. И где он? Тупо уплыл от нас, что ли? Да. Ладно. Так и запишем. В ходе исследования морского дна утопец, побоявшись скорой расправы, как и со своими прошлыми соподельниками, убежал от ведьмака. Так, что не открывается-то? Ключ надо, да? Ага, потемневший ключ. Лунный клинок. Класс реликвия. Чувствую, мы в таких местах сейчас так лутано собираемся, что в следующей нашей битве с каким-либо боссом, ну мини-боссом, будем вывозить его на изичах. Так. Рюкзак. Лунный клинок, серебряный. 4% мощи Ирдена, 13 дополнительного урона при крит-атаке. Шанс критической атаки плюс 4%. Шанс вызвать заморозку 1%. Ну тупо он лучше Диетвена нашего, да. Как по урону, так и по характеристикам. Давайте ставить. Давайте, так. Плотва, гоним на нашу встречу. Не в ту сторону. GPS-трекер нашего этой девушки, плотвы, женщины, да. Прям радует. Не надо как-то управлять ее по дороге, можно тупо зажать. Плотва не так быстро. А вон и мост. Сейчас еще продадимся, выложим весь ненужный
нам инвентарь. И отправимся Шевелись, ловить плотва. кликуна. Или кликатуна, или кого там. Пошла. Ну давай, давай. Что, неплохая работа моему любушке подвернуть. Ты что такой снулый? Шевелись! Так, тут у нас есть бронник один интересный, ему сейчас все и продадим. Чем могу служить?